Йоу. Время от времени у меня возникает ситуация, где я нахожу какую-нибудь малоизвестную инди-игру, многого от нее не ожидаю, а в итоге она оказывается гораздо интереснее и глубже, чем я думал изначально. Я чувствую, что в диалогах и сценах есть какой-то скрытый подтекст, который пытается донести до игрока нечто важное. Однако, когда ищу об этом информацию в интернете, все игру, конечно, хвалят, но не говорят ни слова об этом скрытом смысле, который увидел в игре я. Так вот, я подумал, что если расскажу об этом в видеоформате, кому-то это будет интересно, возможно, кто-то даже разделит мою точку зрения, или я смогу слегка прорекламировать действительно хорошую игру, оставшуюся незамеченной большинством игроков. Ну или, по крайней мере, я выговорюсь, и мне станет легче на душе. Но показалось мне, или же в той или иной игре действительно есть скрытое послание от разработчиков, решать будете вы. Итак, это первое видео моей экспериментальной рубрики «Неожиданно глубоко», где я ищу смысл там, где его, вероятно, никогда и не было. И рассказывать я буду про Ку-Киёми. Это небольшая игра, созданная японской студией G-Mode, ответственной за такие игры, как Super Burger Time. Ладно, про разработчиков мне сказать нечего, давайте лучше обратно к игре. Выходившая на Nintendo Switch, PlayStation 4, ПК и мобильные устройства, Ку-Киёми проходится всего лишь приблизительно за 30 минут. Дословно название игры переводится как «чтение воздуха» или «атмосферы», и под этим имеется в виду умение считывать социальную обстановку, умение понимать настроение собеседника во время разговора. То есть эта игра будет своеобразным гайдом о том, как нужно себя вести в обществе, чтобы не показаться странным и никому не нагрубить. Но игра не пытается представлять из себя какое-то серьезное пособие. Перед началом игры высвечивается уведомление, в котором говорится, что насколько культурным будет игрок, зависит только от его выбора, и никто не заставляет его вести себя каким-то определенным образом. В игре всего 100 уровней длиной буквально по несколько секунд, и практически в каждом из них есть ирония, доля юмора, и можно сделать что-нибудь очень тупое и бескультурное. После каждого набора из 5 уровней нам дают оценку того, насколько мы были культурными. Начинается Ку-Киёми довольно просто. Мы управляем красным пацаном, он, кстати, и будет нашим главным героем на протяжении всей игры, и нам дается выбор: подвинуться в метро, дабы уступить место парочке, или так и дальше сидеть. Кстати, я сказал, что красный пацан будет главным героем, но на самом деле в зависимости от уровня нам позволят поиграть и за домино, Really, nigga? и за собаку, You stupid! и за птицу, выбившуюся из стаи. В общем, взаимодействиями между людьми все не ограничивается, и на протяжении всей игры будет присутствовать это ощущение несерьезности и комичности происходящего. Почти все игры, но об этом позже. Наверное, моим любимым моментом в игре был вот этот. Да, это не вершина юмора, но я просто нажимал на все кнопки и совершенно не думал, что произойдет что-то такое. Ну а теперь, когда с кратким введением покончено, время перейти к тому, что в этой игре мне показалось действительно интересным. Уровень номер 7. Главный герой, судя по всему, пошел на групповое свидание, где есть 3 девушки и 4 парня, включая его. Они общаются, узнают друг друга, и в конце свидания каждый выбирает себе понравившегося партнера. Да, я тоже не знаю, почему парней 4, а не 3, но в любом случае. Все без исключения заказывают себе по пиву, и по задумке мы тоже должны заказать себе пиво, чтобы не выделяться. Но, к черту, я взял какой-то коктейль. Уровень 8, свидание продолжается. При первом прохождении я вообще не понял, что здесь надо делать, но при втором я заметил, что если нажать на пробел, главный герой позовет официанта, так как у девушки под буквой С опустел бокал. Уровень 9, все еще свидание. Обычно в этой игре идущие друг за другом уровни ничем не связаны, поэтому то, что здесь уже 3-й уровень подряд есть какой-то один сюжет, это уникально. Каждый из парней выбирает понравившуюся ему девушку, и нам тоже дается выбор. Культурно было бы выбрать девушку Си, которая никому не понравилась. И при первом прохождении я так и сделал, отчасти потому, что она мне и по внешности показалась наиболее привлекательной. Однако здесь я ради эксперимента попробовал выбрать кого-то другого, и сразу скажу, что этот выбор ни на что не влияет. Следующим уровнем наш главный герой идет в боулинг уже со знакомой нам девушкой Си. Наш альфа-самец спрашивает, начнет ли Си встречаться с ним, если он собьет последнюю кеглю, и она соглашается. Мы здесь играем за кеглю, и со стороны это больше выглядит так, будто главный герой чертов джедай. Это лопасть рук. Посмотри, блядь! Это лопасть рук, блядь!
Кстати говоря, с этого момента я буду называть нашего персонажа просто буквой М, от английского главный герой. И эту девушку просто Си, потому что это было ее буквой на свидании. Начиная отсюда, уровни становятся более рандомными. Мы ломаем какие-то бочки, играем за каких-то монахов на тренировке. Ну или что это? Не знаю, почему у меня идет ассоциация с монахами. Но время от времени мы можем видеть взаимодействие М и Си. Вот они пошли в зоопарк, вот просто на свидание. А на этом уровне напрямую говорится, что они начали встречаться. Как это мило. Mission failed. We'll get 'em next time. И на протяжении всей игры, среди этой солянки из случайных и смешных уровней, именно их отношения будут единственной четко прослеживающейся сюжетной линией. Чтобы это видео не длилось бог знает сколько минут, я буду показывать только уровни с ними, ведь именно за этим мы все сюда и пришли. Я обещал показать вам глубокую часть игры, а не танцы, медведей и вот это вот все. Эй, я получил результаты теста на характер, хочешь посмотреть? Конечно! Педик, пидорок, пидорас и просто гей, а еще гомосексуалист и просто уебан, сумасшедший, дегенерат, больной на голову Тау. Мне кажется, или тут как-то холодно? Базару ноль. Эй, я хочу пить, можешь принести мне кофе? Базару ноль. Пойду лучше задоначу в Fortnite. С этого момента начинают происходить странные вещи. Буквально на следующем уровне мы видим, как Си пытается поговорить с М, но он игнорирует ее, что ее злит. На этом уровне игра ставит перед нами выбор либо потихонечку свалить за край экрана, или же начать отвечать ей короткими безразличными ответами. Уровень 60. Он идет на свидание с другой девушкой. Вау. Да, у нее коровья голова. Либо это сделано просто ради шутки, так как на этом уровне мы можем ее пригласить в ресторан, где подают говядину, либо же можно додумать этому какой-нибудь символизм. Может, они хотели сказать, что М не ценит то, что у него есть, ведь если его девушка явно красивее, зачем ему эта корова? Вопросов становится все больше, в отличие от ответов. Все, что нам ясно, это что М почему-то начал творить какую-то чертовщину. После перерыва в целых 18 уровней мы видим, как они едут кататься на сноубордах. Найс, это приятная перемена от сами знаете чего. Потом они собираются куда-то ехать на машине, и нам надо пристегнуть ремень Си. А потом они пошли на теннисный матч, потом они едут в метро. Знаете, ничего примечательного, но я просто рад, что у них хотя бы все нормализовалось. Итак, как я уже говорил, в игре всего 100 уровней. Это сейчас был уровень 95. И в ближайшие несколько уровней М и Си больше не появляются. Там просто что-то рандомное про супергероев и места в метро. Ну а затем начинается уровень под номером 99. И происходит что-то неожиданное.
Ну что ж, довольно взрослая концовка для такой странной, глуповатой игры, не так ли? Думаю, эта сцена не нуждается в дополнительных объяснениях, но про пару моментов все же хотелось бы сказать. Фото призрака, о котором она говорит, это отсылка на этот уровень, который мелькал где-то ближе к началу видео. Она говорит, что они ходили на концерт какой-то группы, и в игре действительно есть уровень про рок-концерт. MSC я там не заметил, но, видимо, они просто потерялись в толпе. Также она упоминает гигантского монстра, и в игре действительно есть уровни про монстра, похожего на Годзиллу, которого побеждает некий супергерой. Но ни М, ни Си на этих уровнях нет, поэтому... Возможно, это на самом деле было чем-то вроде видеоигры, в которую они вместе играли. Пока что у меня есть только такая теория. И кстати, последний уровень в игре это просто название компании, создавшей игру. Ну а что касается смысла Кукийоми, главный герой развлекался как хотел, изменял своей девушке, и теперь она умирает от болезни у него на руках, говоря все эти безумно грустные вещи. Как он вообще собирается жить после этого? Си говорит, что была недостаточно заботливой и слишком слабой, но на деле... Если это игра про заботу о других, про совесть, про доброту, то именно она, а не М, все это время была настоящим главным героем. Она так любила М, что была готова терпеть его выходки, вплоть даже до измен, и при этом она всегда оставалась искренней. Такая самоотверженность показывает, насколько на самом деле она была сильным человеком. Я прошел игру 2 раза. Один обычный и один, где я был настолько некультурным, насколько это вообще возможно. И как вы могли заметить, ради шутки в видео я использовал сцены из второго прохождения. Я думал, что диалог в концовке как-то изменится, может она не будет его так хвалить за его поведение, или даже может быть она выживет, но бросит его. Но нет. Вне зависимости от выборов игрока, она погибает, при этом благодаря М за его доброту и заботу. Мне кажется, это говорит о том, что добрые мы или нет, мы все когда-нибудь столкнемся с трудностями и потерями. Доброта к другим не означает, что у нас всегда все будет хорошо. Но согласитесь, столкнуться с подобной катастрофой, зная, что мы сделали все, что могли, и что мы ценили то, что у нас было, гораздо приятнее. Эта концовка идеально подчеркивает то уведомление, которое нам показали в самом начале игры. Твой выбор может быть любым, ты можешь быть таким, каким хочешь, и тебя никто не сдерживает. Но каждый поступок, который мы совершаем, это на самом деле лишь диалог с собственной совестью. И поэтому ответ на вопрос, как главному герою жить после всего этого, предстоит дать именно игроку. Представить себя на его месте и прочувствовать главный посыл этой игры. Какими бы эксцентричными мы не были, люди, с которыми мы связываем свою жизнь, запоминают нас именно по хорошим поступкам, а не по плохим. Ну а заслуживаем ли мы этого? Или же их слова заставят нас понять, что мы могли быть добрее, но сделали осознанный выбор этого не делать, зависит только от нас. Что ж, какой-то такой смысл я увидел в истории Кукийоми. Игра, конечно, короткая и ничего мозговзрывающего из себя не представляет, но эта концовка меня так удивила при прохождении, что я решил записать на эту тему целое видео. Ну а на этом все. Если вы досмотрели до этого момента, то огромное спасибо, и я рад, что смог вас заинтересовать. Пока!